Приветствуем, Скаловский. Как вы знаете, NFT совершили самый настоящий прорыв в 2021 году. Одно из главных преимуществ NFT по сравнению с токенами, которые являются более такими узконаправленными, внутрицелевыми в своем сообществе, это то, что NFT получили признание в фиатном, привычном обществе. И это очень хорошо, потому что люди очень далекие, казалось бы, даже от мира криптовалют, все равно начали пользоваться криптовалютами, хотя бы немножко играясь на маркетплейсах с NFT-шками. Сейчас интерес к невзаимозаменяемым токенам находится на историческом максимуме. Google не даст соврать, число соответствующих поисковых запросов на пике и, похоже, вовсе не собирается падать. Художники, спортсмены, певцы, музыканты – все они прямо сейчас делают свои NFT-шки. Тем самым просвещая свою собственную аудиторию на тему того, что такое криптовалюта в целом. Илон Маск, Джек Дорби, Хабиб, Квентин Тарантино, Снуп Догг, Эдвард Сноуден, Бипл, Эрмитаж, Виза, Фокс, Форбс, Лариса Гузеева, даже Лариса Гузеева. Вот это вот список людей, которые приобщились к NFT, просто рандомный список людей. Как вы можете понять, срез абсолютно самых разных знаменитых личностей. Мы тоже не остались в стороне от мейнстрима и создали, а затем успешно реализовали собственные невзаимозаменяемые токены. Мы сделали биткоин-граффити в Москве вместе с известным художником Раско и попостили крипто-мемы Чилика. Пожалуй, в следующий раз мы хотим продолжить крипто-коллекшн, постоянно постить разных известных личностей, реализованных художниками. Еще более наглядно проследить за прогрессом отрасли можно на основе открытых данных маркетплейсов. Например, торговые объемы OpenSea, старейшие и крупнейшие NFT-платформы за весь 2020 год едва достигли $21 миллиона. Но в начале 2021 года это значение уже превысило... извините, у меня аж... голос немного поехал, $21 миллиард. NFT функционирует в большинстве своем на эфириуме. Так уж появилось изначально. Знаменитые криптопанки и криптокотики, их смело можно назвать первопроходцами отрасли. И, кстати, напомню, я одним из самых первых в СНГ пиарил криптокотиков на этом самом канале. Все они были созданы именно на сети второй криптовалюты, банально за неимением конкуренции на тот момент. Сейчас времена изменились, и на пятки некогда монополиста наступают блокчейны других, более функциональных и дешевых, а это самое главное, криптовалют. Очень дорогой минтинг. Это одна из больших проблем эфириума. Чтобы туда что-то заминтить в надежде продать за, там, например, $100, потому что это всего лишь какая-нибудь маленькая штука, которую вы сделали просто для эксперимента, вам придется иногда заплатить те же самые $100. Итого это даже может не отбиться. Прямо сейчас наиболее популярные коллекции на эфириум начали копироваться в Tron. К слову, в плане комиссии это один из самых недорогих блокчейнов. Например, все те же легендарные CryptoPunks переродились в T-Punks, Meebits в Tron Meebits, Bored Ape Yacht Club в Basic Tron и так далее. Но самое интересное, что копии проектов на Tron весьма востребованы и показывают очень впечатляющие результаты на вторичном рынке. Вот, например, прямо сейчас за T-Punks предлагают 30 тысяч единиц Трона, в то время как на минтинге они стоили всего 1000 единиц. Согласитесь, гораздо интереснее, чем огромные гигантские комиссии у эфириума. А самый дорогой лот на Троне был продан более чем за $10 миллионов. В общем, NFT-копии на Троне уже стрельнули, хотя по сути тренд пока лишь у самых истоков, поэтому вполне логично отслеживать молодые продукты в этом сегменте. И на эфириуме есть такой проект, за которым стоит последить. Его название Coolcast Tron. Их floor price, минимальная цена покупки на OpenSea, составляет 8,88 эфириума, или $37 тысяч. А самый дорогой код был продан 22 августа этого года за 320 эфиров, и это больше $1 миллион на тот момент. Прямо сейчас запущена их копия на Троне, Coolcast Tron. Проект уже поддержали Justin Sun и Ape NFT. Напомню, что в свое время мы делали для Трона конкурс, и Justin Sun постил на своем твиттере, тем самым пиаре Prometheus. Сейчас же мы видим, что та же самая история с Coolcast Tron. Justin Sun активно его поддерживает. Coolcast Tron стал вторым проектом, вошедшим в специально созданный Ape NFT фонд на $100 миллионов для поддержки NFT-продуктов на блокчейне Tron. Их коллекция состоит из 10 тысяч котов, каждый из которых на старте стоит 1500 TRX. Это около $170. Среди 77 суперредких уникальных NFT есть даже 3 котика, на создание которых вдохновил нашумевший сериал «Игра в кальмара». Эти коты, к слову, до сих пор не сменчены, что является явно большим упущением. В текущей ситуации такие лоты вполне могут сильно вырасти в цене на вторичном рынке после своего выхода. Помимо этого, Coolcast Tron запускает прямо сейчас вместе с Ape NFT один из самых масштабных giveaway'ев, которые вообще когда бы то ни было проводились в крипте за последний год. Они собираются разыграть призовой фонд размером в аж целых $100 тысяч. В рамках конкурса они собрали 50 NFT-проектов, в том числе упомянутые ранее T-Punks, Basic Tron и другие крутые продукты, не только из блокчейна Трона. За выполнение простых заданий каждый пользователь может получить вознаграждение. Конкурс, кстати, заканчивается
минтится 25 ноября, вот сейчас я это видео записываю 20 ноября, остается буквально 5 дней, а еще и видео должно выйти, так что, скорее всего, будет еще меньше. Поэтому успевайте, ссылка будет в описании к этому видео. Любой, кто сминтит кота, получит гарантированный приз в рамках гива. Минтить очень просто. Переходим на сайт Coolcast.ron, нажимаем на кнопку Mint Now на главной странице, подключаем кошелек Трона. Если такового нет, то устанавливаем его в качестве расширения в браузере по типу MetaMask или на телефон нажатием кнопки Install Tron Link. После регистрации важно записать приватные ключи на бумаге. Или записать где-нибудь, где вам удобно. Пополняем свой кошелек на 1600-1700 TRX. Как обычно, с запасом на комиссии они все-таки могут варьироваться. Возвращаемся на сайт, теперь уже с кошельком и TRX на балансе и авторизуемся. Выбираем количество котиков и нажимаем на Start Minting. Затем подтверждаем транзакцию и любуемся новыми NFT на своем кошельке. Каждый, кто купит 31 кота или 151 кота, начнет получать дополнительную прибыль от минтинга других пользователей Coolcast.ron. На сегодняшний день больше 2500 котиков уже сминчены. Так что все ссылки в описании к этому видео. Успевайте участвовать в конкурсе и минтить котов. С вами был Скаловский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.